Сегодня мы находимся в Фуншале, делаем обзор двухэтажного дома. Не мрамор. Так. Солнечная погода. Вот так. Вот вопрос, чтобы туда не влетало или оттуда не влетало. Ну, это обычная практика для домов на острове. Вот так. И выйти здесь. Здесь еще две комнаты. Различные товарищи немножко кушают. Ключик сказали, что не нашли. Новая секретная комната. Здесь постоянно что-то делали. 465 тысяч евро. Урожайный дом. Приветствуем вас на нашем YouTube-канале Иллюзия де Мадейра. Сегодня мы находимся в Фуншале, в центре Фуншала. Делаем обзор двухэтажного дома. Первый вход в дом. И сразу идет дверца. С той стороны закрыта. И проходим. Вот здесь такой, посмотри, небольшой закуточек хранения газовых баллонов. И заходим на кухню. Раздвижные двери, вот такие дверки, вот так они открываются. Вот, заходим. Здесь у нас электрощит, управление автоматами, причем современные. И кухня, полноценная кухня, очень такая древняя газовая плита, еще фирмы Grates, фирма Grates. Раковинка, камень, не мрамор. Камень, плюс еще фарфоровая стирка. Такой как будто бы технический уголок, да? Маленький, возможно, хранение каких-то бытовой химии. Постирать все можно здесь. В некоторых домах сохранились каменные постирочные. Да, стиральная машинка. Вот такая интересная форма, такая угловатая, большого стола. Это единый камень. Это надо еще постараться такую огромную столешницу привезти и смонтировать. Она состоит из нескольких частей. Вот одна часть угловая, вот эта часть. Но все это завернуть, чтобы сделать такую вот атмосферу большой просторной кухни. Столик для перекуса, не хватает окошечка еще, да? Чтобы смотреть на садик. Ну и здесь, скорее всего, стоял холодильник. Ну, скорее всего, здесь телевизор, здесь холодильник. Прям идеальное место. Да, возможно, та плита подразумевается как летняя, возможно. Может быть, ее перетаскивали на улицу и что-то готовили. Да, ну это ретро-стайл, назовем это так. Вот здесь место для холодильника. Да, я думаю, идеальное место для холодильника. Очень такая вкусная атмосфера старого дома в центре Фуншала. Заходим, первая комната. Смотрим. Здесь очень интересное решение для хранения книг, различных статуэток, картинки, да, вот некие постеры о растениях Мадейры. Оригинальный паркет. Вот прям паркет оригинальный. Мы спросили. Дому уже 80 с лишним лет. Да, вот. И это дом с оригинальным паркетом. Окошки поменяли. Раньше были алюминиевые окошки. Теперь окошки... Так, где у нас тут? Так. Опс. Вот окошки, стеклопакетики стоят металлопластиковые. И вот такой дворик. Мы потом посмотрим на этот дворик с первого этажа. Сегодня солнечная погода. Вот так. Вот, закрываем окошки. Практически все окна на Мадейре имеют роль ставни. Вот так закрывается. Вторая ставенька то же самое. И потом опс, и закрывается на ключик. Вот, закрываем окошки, смотрим на картину. Интересный шкафчик видим. И такие, да, вот такая вот стильная. Даже еще шкафчик с москитными сетчиками. Вот вопрос, чтобы туда не влетало или оттуда не влетало. Да, проходим, посмотрим кладовку и ванную комнату. Вот такая кладовочка. Вот здесь небольшого размера. Там стоят электрощит, электроавтоматы. Вот, немножко грибка снизу. Ну, это обычная практика для домов на острове Мадейра. Вот, закрываем кладовочку. Очень оригинальные включатели-выключатели. Вот они не на одной рамке, они все по отдельности. Вот это очень стильно. Проходим в ванную комнату. Так. Здесь у нас ступенечка, аккуратно. Здесь у нас получается унитазик
бидешка и душевая кабинка. Плитка, видно, что относительно свежая. Да, в этом доме жили? Этот дом в последнее время сдавался в аренду. Ну вот, и я думаю, раковинка тоже относительно свежая, потому что фирма Рока вряд ли ей 80 с лишним лет. Так, раковина. Такой большой стол под раковиной. Точнее. Да, это мы. Это мы? Да, теперь проходим в другие комнаты. Ну вот, смотрим. Вот здесь одна из дверей. На улицу, да? Да, на улицу. Ключиком можно. Да, можно закрыть и вот так. И выйти здесь второй вход. Мы заходили с стороны заезда автомобилей, а здесь можно заходить пешком. Вот, возможно, односторонняя улочка. Так, закрываем и ключиком древним прикрываем. Так, проходим. Давайте сейчас вот в эту комнату и выход на балкон. Вторая комната небольшого размера. Ну, практически встроенный шкафчик, как вот некая ниша. Она подходит, мне кажется, идеально только для шкафчиков. У тебя здесь в уголке даже стульчик есть. Возможно, тоже с тех времен. И, как сказали продавцы, оригинальные полы. Вот полы относятся к строительству дома. Никто их не менял. В некоторых комнатах видно, что немножко вот жучок покушал эти полы. Вот, но если менять отдельные половицы, то есть как раритетный пол после циклевки его можно сохранить. Ну, подскажи, пожалуйста, эта комната не совсем правильной формы, да? Я вот, понимаю, судя по Ну, углу как вот это. прямоугольничек такой с маленькой вот такой нишкой. Возможно, эта ниша идет для шкафов этой комнаты, а вот эта ниша идет для шкафчиков той комнаты следующей. Может быть. Ну, вот. Балкон. Да, балкон, вот такие Распашная. распашные дверки, причем именно с замочком, с таким диковинным замочком. Вот такой оригинальной формы. Ну вот. Проходим на балкончик персональный к этой комнате. Персональный. Это не совсем плитка, это немножко натуральный камень, сделанный в таком цементном растворе, и как идет такой декор. И вот окошки открываем. С этого балкончика мы снова видим, возможно, раньше был фонтан, возможно, не исключено. Вот, растут банановые деревья. Вот, и очень уникальный, такой, очень интересный такой интересное местечко для барбекю. Здесь еще две комнаты. Спальня с сохранившейся кроваткой и комната. Вот в спальню заглянем. Ну, вот она односпальная. Но уникальность в том, что она имеет два окошка, и тот, кто здесь спит, контролирует два входа. Вход по лесенке. Вот здесь. Нижнюю дорожку. Ну, кто заходит или кто пришел. И контроль вот этой колечки. Вот этой колечки, которую мы видели с дверцы в соседнем помещении. И такое ощущение, что прикроватная тумбочка еще с мрамором тех времен. Вот этот кусочек мрамора с тех самых времен 80 лет назад. Ну, дизайн такой очень стильный. Очень светло, да? Еще одна комната, угловая спальня. Выход на балкон, на дворик и боковой вид. Вот здесь я говорил, что я спросил, то есть сами досочки оригинальные, но вот здесь уже различные товарищи немножко кушают. Но дому 80 лет, чуть больше 80 лет. Это неудивительно. И балкончик также отделан декоративным покрытием, камушек. И он угловой и опять же светлый. Да? Ну, создается впечатление очень такого уютного, какого-то симпатичного такого дома. Да, вот, кстати, за этими домами океан. То есть буквально вот немножко левее пройдет, видишь, там коричневый дом, да, вот там сквер Санта-Люзия. Очень солнечно.
Да, отправляемся вниз. Здесь вот такие ступеньки, лесенка. Аккуратно смотрим внимательно. Так, смотрим. Вот у нас здесь две таких комнаты. Одна большая комната, вот дверь, два окна и маленькая. С какой начнем? С левой или с правой? Давай с правой. Так. Заходим в правую комнатку. Шкафчик еще тех времен, мебель. Все такое. Я думаю, да. И снова окошко, снова мы видим, вот там будет потом дверка, выход в этот скверик. Это очень удобно. Да, здесь мы заходим еще в большую комнату. Да, вот, возможно использование как некая летняя кухня, потому что рядом сквер. Вот здесь такие дверцы. Вот так они, вот так открывается. Дверь, но в двери есть такие окошки, которые открываются. Да, ключик сказали, что не нашли. Да, такой замочек, двери закрыты. Надо будет вызывать мастера, чтобы открыть дверцу. Дверца еще есть одна боковая. И вот такие вот интересные створочки. Делают еще москитные сеточки, вот с тем, чтобы свежий воздух поступал в помещение. Вот, очень оригинальные стульчики, но самое интересное это вот эта софа. Очень интересный элемент мебели – софа. Дизайн, ну, ему минимум 50 лет. Я спросил у продавцов, сказали, это со времен строительства дома. Мебель привезли, как построили дом, привезли эту мебель. И вот эти стулья. Даже по обивке они и по дизайну, видимо, из одного набора. Не шкаф, конечно. И еще два окна. То есть вот это удивительный момент, что не жалко окон. Окон много, света много, солнца много. Ярко, солнечно, свежо, светло. Вот видите. Сейчас мы аккуратненько. О, ну ты посмотри, какая прелесть. Да. Да, отправляемся. По лесенке поднимаемся наверх. Так. Да. Новая секретная комната. Есть еще секретная комната. Она какая-то очень таинственная, но она вот как раз, да, да, вот прям все вот Это что? Это как кладовка? Я думаю, кладовка. То есть получается над ванной комнатой еще есть. Ну ничего себе, еще какая-то Кладовка. техническая, Да. сыроюшечка такая, да? Да, здесь восстанавливали полы, их уровень, поэтому клинышки. А, вижу. Да. Красивый. Очень оригинально. Да. Очень такая прям приятная древность. И здесь, видимо, мастерская еще была. Потому что Почему? посмотри на маленькие тиски. Посмотри. Посмотри на маленькие тиски. Ага. Видишь, Да. какая прелесть. Да, понятно. Это очень интересно. И судя по столу, и различные здесь отверстия, дырочки, вот здесь такое техническое отверстие. Здесь постоянно что-то делали. Возможно, человек, который здесь жил, он такой рукастый и профессионал, возможно, столер. Да, посмотрели секретную комнату. И сейчас поднимаемся по лестнице. Обрати внимание, очень интересное решение, как скамейка для то ли отдыха, то ли поставь столик и можно читать. Летнего дворика. Да, или вот здесь столик, как бы скамеечка, почитать, чайку попить. Классический вариант отделки пола и деревья. Ой, растут, да, уже такие многолетние. Ну, им много лет. Да, и вот здесь вот. Сегодня мы смотрим дом в центре Фуншала. Двухэтажный дом со своим садом, с отличным персональным въездом на территорию. Стоимость данного дома 465 тысяч евро. На момент нашего обзора, безусловно. 2 этажа, плюс непосредственно садик, въезд и еще один вход
в дом. Даже бананы в подарок. Очень похоже на дерево манго. Даже катка древняя. Да, здесь получается у нас комнатка. Еще одна комнатка. Здесь мы открывали. Видео можете посмотреть. Открывали вот эти стеклянные створки. Да, вот. И ключики не нашли. Да, место идеальное. Такие посиделки, скамеечка, тут чаек, кофеек. Прям красота. Может быть, для сушки белья место. Да, прогуляемся вот так вокруг от входа. Красота. Так, бананы. А бананы-то растут. Пошли, покажу. Хопс, 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 хопс. Вот. Отцвели буквально недавно. И вот бананчики. Вон какие они, маленькие. Урожайный дом.